Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем делать завтрак для кукол. Начнем со сборки подноса. Для этого нам понадобятся тонкие деревянные шпатели. Нарезаем из них кусочки примерно 3 см в длину, плюс 1-2 мм на стачивание. Для дна подноса нам нужно 5-6 таких кусочков. И еще 2 на боковые бортики. Склеиваем кусочки между собой друг за другом. Я использую клей Момент Кристалл. Боковые бортики можно украсить. Аккуратно процарапывая, вырезаем треугольник снизу по центру. А также срезаю верхние уголки с двух сторон. Неровности и заусенцы легко удалить с помощью, например, напильника. Приклеиваем эти заготовки по бокам донышка. Берем еще один шпатель, намечаем середину по ширине. И аккуратно процарапывая, расщепляем его пополам. Шлифуем неровности и приклеиваем сбоку по всей длине. Все лишнее срезаем. Можно оставить как есть, покрасить в цвет или слегка пройти сильно разбавленной краской. Далее займемся самим завтраком. У меня это будет глазунья и сэндвич. Для глазуньи берем маленький шарик белой полимерной глины и расплющиваем его на рабочей поверхности. У меня глина запекаемая, и запекать я буду на маленькой керамической плитке. Придаем форму глазунью и утоньшаем края. Делаем углубление для желтка и текстуру от жарки. Также пастелью можно подрумянить корочку. Из желтой глины катаем шарик желтка, вставляем его в глазунью и сглаживаем переходы. Выпекаем 10 минут при температуре от 110 до 130 градусов. Для сэндвичей смешиваем бежевый и белый кусочки глины, добиваясь цвета теста. Раскатываем пласт толщиной примерно 2 мм и вырезаем 2 квадратика 1,5 на 1,5 см. Накладываем их друг на друга, сравниваем и скругляем углы. С двух сторон делаем небольшие выемки и разрезаем сразу оба кусочка по диагонали. Выкладываем четвертинки на поверхность для выпекания. Ненужной зубной щеткой придаем пористую текстуру. Нажимаем неравномерно. На срезе иголкой круговыми легкими движениями как бы взрыхляем глину. Добавим цвета нашим сэндвичам при помощи пастели. Немного поджарим их. Иголкой нанесем полосы от решетки. Подрумяним края. И тонкой кистью сделаем темные следы от гриля.
Выпекаем 10 минут. В желтую глину постепенно добавляем жидкий фимогель, пока не получим консистенцию расплавленного сыра. Намазываем его на хлебный треугольник. Из грязно-розовой глины делаем срез ветчины и складываем его произвольными волнами. Кладем ветчину на сыр и накрываем другим кусочком хлеба. Делаем сырные подтеки на отдельных половинках. Или, соединив их, делаем неполный разрез. Чтобы сделать тарелку, раскатываем глину толщиной примерно 1 мм, вырезаем нужную форму и, чтобы сделать ее немного выпуклой, размещаем заготовку на обычные лампочки. Придаем устойчивость дну и выпекаем 10 минут прямо на лампочке. С лампочкой точно ничего не случится, если поставить ее в еще не нагретую духовку. И какой же завтрак без любимого напитка? Для кружки раскатываем пласт глины миллиметровой толщины. Отрезаем полоску шириной примерно 1 см. Берем какую-нибудь цилиндрическую форму и оборачиваем вокруг нее отрезанную полоску. Срезаем лишний и сглаживаем стык. Обрезаем верхний и нижний края. Также отрезаем тонкую полоску для ручки. Прикладываем ее кончик к середине кружки. Заглаживаем. Отгибаем полоску к другому краю. И также заглаживаем стык. Выпекаем 10 минут. Если у вас нет подходящей формы, можно сделать ее из бумаги. Из бумажной полоски скручиваем рулон нужного диаметра. И на ней также формируем кружку. После запекания, пока глина еще теплая, аккуратно снимаем ее с формы. На моей кружке остался лак с деревянной ручки инструмента, но этого видно не будет. Из глины того же цвета делаем дно. Чем именно заполнить вашу кружку, решайте сами. Замешиваю коричневую глину с фимогелем для вязка жидкого состояния. Для крепкого бодрящего кофе добавляем в коричневую смесь капельку черной акриловой краски. И на поверхность заполненной кружки капаем немного геля с белой краской. Затем иголкой аккуратно делаем разводы сливок. Или же у вас будет теплый, уютный какао с зефирками. Для этого в коричневую смесь добавлю каплю белой акриловой краски. Заполняем кружку. Из белой глины катаем тонкую колбаску и отрезаем 3 малюсеньких цилиндра. Зубной щеткой можно придать им пористую текстуру. Погружаем зефирки в горячий шоколад. А из белой пастели получится отличная посыпка сахарной пудры. А возможно, в вашей кружке будет ароматный бодрящий чай. Для этого просто подкрасим фимогель пастелью нужного цвета. Напоследок можно покрыть напиток глазунью и сыр глянцевым лаком. И вот такой завтрак в постель у меня получился.
Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Заходите ко мне и в другие соцсети. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!